Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я хочу для вас провести общий расклад Таро, экспресс, послание высших сил на все знаки зодиака. Вы услышите короткое, но резонансное послание, о чем вам важно знать сегодня, сейчас, в эту минуту, и на чем стоит сконцентрировать свое внимание. Может быть, энергию, может быть, силы, время, здоровье, деньги. То есть, куда направить свою энергию, да, то есть, что действительно важно для вас сейчас. Настраивайтесь интуитивно на себя, на свою ситуацию в личной жизни, на работе, в бизнесе, в самореализации, и мы начнем. Это будет короткое видео. Я думаю, что мы вложимся с вами в 10, может быть, 15 минут и начнем с первого знака. Все знаки будут произвольные, в произвольном порядке. Тайм-коды на знаки найдете в описании. И начнем вот с этой фишки. И раки, приготовьтесь. Для вас важный месседж, послание высших сил, о чем важно знать сегодня, прямо сейчас. Так, двойка пентаклей. Хорошая карта, которая говорит о переменах к лучшему. Смотрите, раки, какая бы у вас ситуация сейчас не была, особенно в деньгах, в работе, в самореализации, перемены к лучшему уже близки. То есть ситуация изменится к лучшему. Если у вас что-то плохо в отношениях, ситуация изменится к лучшему. Единственное, что такой вот месседж здесь: не надо торопиться. И намек на то, что, может быть, вы сильно переживаете, а вот эти вот нервы, они отражаются на здоровье. И вам в первую очередь нужно сконцентрироваться сейчас на своем здоровье и на выдержке, на терпеливости. То есть терпение, выдержка, и все наладится, все изменится к лучшему. Вот такой вот месседж. Следующий знак, знак зодиака – весы. Весы, настроитесь получить совет, подсказку. И давайте посмотрим. Ну, смотрите, весы, вам нужно просто отдохнуть. Но не отдохнуть, а не обращать внимание на кого-то, на что-то. Вам нужно отдохнуть от информации, которая вызывает в вас излишние эмоциональные колебания. То есть, например, вы там слушаете новости какие-то, перестаньте слушать. Читайте одну и ту же какую-то литературу, книгу, там, детективы, например, постоянно. Переключитесь на какую-то, на комедии, да, какие-то и так далее. То есть вы получаете так много информации, которая вас беспокоит, что от нее нужно отдохнуть. Но также, возможно, вы чего-то не замечаете. Вам вот совет: от какой информации вам нужно отдохнуть или от чего вам нужно отдохнуть. Причем вам об этом уже кто-то говорил. Да? Попугай тут рядом. Уже это вы не первый раз слышите. И чего вы не замечаете? От чего вам надо отдохнуть? Отдохнуть вам надо от работы, от партнера и от мужа. Может быть, от жены, да, мужьям. Чего вы не замечаете? Вы не замечаете, что вы страдаете, вы не замечаете, возможно, что вам говорят друзья, не замечаете боли в сердце, может быть, замечаете, но не придаете этому значению, и не замечаете, что вы себя просто разрываете на куски и делаете это так настойчиво и постоянно делаете себе плохо. Вот такой вот месседж. Следующее послание у нас будет, давайте для этого знака. Львы, приготовьтесь получить совет, подсказку и информацию, о чем вам важно знать сегодня, в эту минуту, прямо сейчас. Смотрите, вы
как бы застряли или стоите на пороге чего-то нового, но не решаетесь действовать. Скорее всего, приходит время действовать. Вот вы уже созрели действовать. И мы сейчас узнаем, вам надо действовать или вам надо постоять еще, да? Ну, вам пришло время рисковать. Вам пришло время идти ва-банк. Риск может быть оправданный и может быть неоправданный. Давайте посмотрим, а получится ли у вас, если вы рискнете. Семерка пентаклей вряд ли получится, но давайте так скажем. Смотрите, львы, вы вынуждены рисковать, да, пятерка мечей. Но получится ли это? Ну, может получится, может нет. Вообще эта карта говорит, вряд ли получится. Поэтому прежде чем рисковать, хорошо подумайте и взвесьте все за и против. И сможете ли вы справиться с тем, что если вдруг у вас что-то не получится, если вы рискнете, и сможете ли вы поставить на кон все ради победы или проигрыша. Ну и есть ли у вас этот ресурс, чтобы рисковать? Ну, вот таким вот образом. Давайте дальше смотреть. Следующий знак зодиака у нас будет Девы. Девы, настройтесь получать информацию. И давайте посмотрим. Так, ну здесь смотрите, здесь у вас какая-то, ну, такая ситуация не самая лучшая, не самая комфортная. То есть ситуация семерки мечей. 7 мечей – это, ну, по сути, вас либо обманывают, либо за вами шпионят, либо за вами наблюдают. Может быть, против вас есть какие-то интриги, может быть, вас караулят, стерегут, да, то есть вам приходится быть в постоянном напряжении в ожидании какого-то нападения, да, или вы чувствуете, что что-то не то происходит, да. Ну, здесь влюбленные, вам эту ситуацию желательно проходить не в одиночку. То есть вам нужен человек, который вам близок и который понимает вас. То есть, смотрите, девы, вы можете пройти какую-то сложную ситуацию, и лучше, если это будет вдвоем. Да? А если будет втроем, еще лучше. Да? Ну и действительно, смотрите, девы, вокруг вас есть какая-то опасность или, может быть, какая-то негативная энергия, может быть, люди, ну, группа лиц или человек, который вам желает зла. И пережить этот период или пережить эту ситуацию вы сможете не в одиночку. Чем будет вас больше, тем лучше. Лучше, если возле вас в этот период будет любимый человек или человек, который вас понимает. Или любит, или идет с вами по этому пути, по одному и тому же пути. Следующий знак зодиака – знак Скорпиона. Скорпионы, настройтесь на ситуацию. И первая карта, которая вам сигналит, а вам сигналит тройка пентаклей или сила. Тройка пентаклей говорит о том, что вам нужно находить силу, применять силу. К чему? К саморазвитию, самосовершенствованию, прилагать усилия в том направлении, которое вы для себя выбрали. Да, возможно, вам нужно учиться, и вам нельзя расслабляться. В каких направлениях вам это все нужно, ну, как бы прилагать, да? Кроме обучения, да? Но смотрите, прилагать эти усилия вам нужно в том направлении, которое вас держит на месте. То есть вы должны прилагать усилия в том направлении, за которое зацепились. Вы уже что-то начали, и вам нужно это продолжать. Это может быть какая-то игра, это может быть какое-то увлечение, это может быть хобби, ну и может быть это не только работа, но и бизнес, да, как таковой. Ну, как бы вам нужно прилагать усилия в том, что вас развивает, и то, что вам приносит прибыль. Но главное, чтобы вам было интересно, и вы чувствовали вовлечение.
Ну и в конечном итоге это может принести вам успех, деньги, должность, статус, положение и моральное и материальное удовлетворение. Ну, такой вот месседж. Так, скорпионы, давайте мы вас отложим. Следующее послание высших сил у нас идет для водолеев. Водолеи, приготовьтесь получить послание. Смотрите, в 10 минут мы вложились. Так, смотрите, выпадают весы водолеи. Вам нужно остановиться, все взвесить и тщательно продумать. Могут быть моменты у вас связанные с законом, но вам нужно обсуждать, взвешивать и советоваться, консультироваться. Особенно если это касается женщины, ну, если вы женщина, если вы мужчина, тоже нужно консультироваться относительно женщины. Особенно если это касается статуса, должности, работы, денег и бизнеса. То есть вам нужна вот такая консультация. Ну, может быть, и суда в том числе, особенно если вы судитесь там с государством, да, вам нужен консультант некий. Ну и третья карта говорит о том, что вам нужно искать на стороне, и многое от вас не зависит, и вам нужен ресурс, резерв, помощь, поддержка, которая находится на стороне. И как бы в этот процесс вам нужно, или к этому процессу вам нужно подключать деньги, вам нужно подключать деньги посторонних людей и использовать все шансы. Да? То есть для вас деньги не должны быть... Ну, вам нельзя экономить деньги, вам нужно их как бы запускать в оборот для того, чтобы решить вот эту вот королеву мечей. А королева мечей – это способ уравновесить что-то или способ прийти к какому-то консенсусу, как с государственными какими-то моментами, да, силами, так и в партнерстве в каком-то, да, в личной жизни или в бизнесе и на работе в том числе. То есть вам нужно приложить все усилия, в том числе финансовые. Следующий месседж у нас для овнов. Овны, прошу, приготовьтесь получить совет, подсказку и инсайт. Инсайт. Значит, смотрите, овны. У вас касается информация, вам нужно сконцентрировать всю свою энергию на тех, кого вы любите. Это дети, это может быть мужчина, женщина, это родители. То есть информация касается любимых людей. Да, с этими людьми вам нужно либо больше встречаться, либо поехать встретиться наконец-то, либо что-то отпраздновать, либо с этими людьми вам было всегда хорошо и весело. Ну и либо этим людям нужно помогать, либо их нужно защищать, либо им что-то угрожает. И вам нужно обратить внимание, не грозит ли что-то вашим детям, вашим родителям, вашему любимому мужчине, женщине. И лучше, если вы придержите своего человека, своего партнера, мужчину, женщину, если он хочет рискнуть или ввязывается в какую-то опасную авантюру, да, и если ему кто-то, допустим, кружит голову, то речь может быть и о треугольнике, и вот, например, женщине нужно быть внимательной по отношению к своему любимому мужчине, чтобы его не закружила какая-то другая женщина или соперница. То есть о соперничестве в ваших отношениях идет речь, и есть риски такового. Следующий месседж у нас для козерогов. Козероги, приготовьтесь получить информацию, советы, подсказки и инсайты. Давайте смотреть. Здесь вам нужен мудрый совет. Вам, во-первых, нужно не торопиться. Да, притормозите. Вам не надо много лишнего. То есть, например, вы хотите купить, к примеру, да, купить какой-то дорогой предмет, супер-мега-бупер, да, так называемый. Вам надо что-то попроще. Например, вы хотите приобрести дворец, так вот вам обычное бунгало, да,
Или там, вы хотите 5-комнатную квартиру, вам двушка, трешка и так далее. То есть не раскатывайте, как говорится, губу на большее, а довольствуйтесь меньшим. Также вам нужно обратить внимание на здоровье и незакрытые гештальты прошлого. Эти гештальты прошлого касаются власти, службы, армии, мужчины, особенно если этот мужчина дева, водолей, телец, весы, козерог и близнецы. Ну и может быть какой-то конфликт с мужчиной. А также вам нужно обратить внимание на вопрос, почему вы одиноки. Ну и последнее, у вас 9 жезлов, то есть у вас актуальный вопрос тот, которого вы добиваетесь и не понимаете, почему вы теряете там, где должны получить. Вам этот вопрос пришло время наконец-то решить в своей жизни. То есть закрыть гештальт потерь там, где вы можете и не должны терять. Ну, такой вот месседж, козероги. Следующий месседж или послание высших сил для знака зодиака Близнецы. Близнецы, давайте смотреть. Давайте смотреть. Ой, смотрите, что-то должно закончиться, но, близнецы, будьте осторожны, вам может грозить опасность, как физическая, так и опасность вашему здоровью. Есть кто-то заболевший, и, может быть, это кто-то из ваших людей, знакомых. Тут, вроде бы как мужчина какой-то, да. Там смотрите по ситуации. Этого человека вы знаете, вы его, возможно, любите, или он вам дорог. Это может быть кто-то либо из вашей семьи, либо кто-то из ваших очень близких вам людей. 6 кубков – это тот человек, с которым у вас налажены близкие достаточно отношения. Ну и 8 правосудия. Здесь, давайте так скажем, мужу или жене может что-то угрожать. 10 мечей. Любимому человеку может что-то угрожать. И здесь вот кому-то из ваших близких может быть как бумеранг или равновесные силы будут очень жестко бить, наказывать и уравнивать, останавливать этого человека. Поэтому, смотрите, близнецы, в ближайшее время человека, которого вы хорошо знаете, он может быть из числа близких вам людей, очень сильно прилетит, и дай Бог, чтобы с этим человеком было все хорошо. Ну и отсюда месседж, возможно, вам стоит поухаживать за человеком, либо донести до него информацию, что он, может быть, ведет себя как-то неправильно, несправедливо или очень рискованно. Следующий месседж для рыбок, рыбулечки. Настройтесь на себя, на ситуацию. Давайте посмотрим первый знак. У вас что-то начинается с чистого листа. Может быть, вы все потеряете для того, чтобы отправиться в путь. А может быть, вам нужно будет все отпустить, чтобы начать какое-то новое движение. И это касается прежде всего рыбы отношений. У вас открываются новые дороги, новые пути. Новые отношения, новый мужчина, новая женщина. Может быть ли это новая работа? Да, но мы посмотрим. Больше это про отношения. Но здесь есть дьявол. Смотрите, вам для того, чтобы начать что-то новое, вам нужно освободиться от чего-то, что вас удерживает в прошлом, от каких-то долгов, от, может быть, кармических узлов. Да? Может быть, закрыть, как говорю, гештальты. Да? То есть на вашем новом пути есть дьявол, да? На пути к вашей цели. И это, конечно, больше касается отношений, это касается мужчины и женщины. Мужчина-женщина здесь могут быть близнецы, весы, водолей, а мужчина, особенно мужчина, здесь может быть рыба, рак и скорпион. Ну, смотрите, месседж для рыб такой.
Для того, чтобы встретить свою новую любовь, выйти из одиночества, тебе нужно закрыть старого дьявола, да, или убрать с дороги дьявола, чтобы приблизиться к любви, отношениям и, может быть, загаданному мужчине или загаданной женщине. Все будет хорошо, если ты на дороге не будешь опять встречать дьявола или не повстречаешь дьявола. Чтобы его не повстречать, нужно закрыть гештальты. Следующий месседж тельцам. Тельцы, вас предупреждение. Возможно, вы сейчас волнуетесь, переживаете по какому-то поводу. Может, за вами кто-то следит, может быть, вас преследует, но это ваши тревоги. И тревоги, волнения, переживания по поводу чего? По поводу детей, по поводу отношений, по поводу, может быть, войны в том числе, по поводу здоровья, в том числе и психоэмоционального. Все будет хорошо, все наладится, и вы либо вернете, либо получите то, что по праву принадлежит вам. Очень влиять на ситуацию вы не можете, и знаете как, здесь больше зависит от судьбы. Что вы можете сделать? Что вы можете сделать, это быть сильным, спокойным, привлечь на свою сторону родню близких, которые стоят на вашей стороне и которые умеют хранить, молчание, либо помогать без лишних слов. Вот так вот, тельцы. И последний месседж автоматически методом исключения – это стрельцы. Стрельцы, первая карта, говорит о мужчине на дистанции. Что-то связано с ним, что-то связано с любовником или любовницей, и что-то связано с вашей целью. Вам будет тяжело, нелегко с этой целью и с этим человеком. Возможно, вам придется избавляться от чего-то, либо проходить какие-то испытания на пути к своей цели, к любимому человеку. Но в конечном итоге Солнце, у вас все получится, поэтому запасайтесь силой, здоровьем, терпением, выдержкой, идите к своей цели и преодолевайте испытания, которые вы обязательно сможете преодолеть для того, чтобы добиться своей цели. Вы же стрельцы. И совет высших сил для любого знака зодиака. Карта говорит о том, что вам не стоит торопиться, стоит быть, поступать мудро, потому что любое ваше торопливое решение ведет к немудрым шагам, в которых вы можете больше терять, чем обретати. Світла вам та вашому всесвітові. Побачимось, почуємось. До зустрічі і па-па.